Всем привет! Вы знаете, что прошла целая неделя с нашей последней встречи? Вы представляете, сколько всего нового накопилось за это время в игре? Самое время рассказать об этом. Теперь в игре есть возможность посмотреть текущие экспедиции и следить за их прогрессом. Даже больше. Теперь у экспедиции есть результаты. Результаты, рассчитанные специально для конкретной команды, корабля и системы. И вдобавок к этому в игре появилась система прогресса для открытия новых кораблей. А теперь обо всем поподробнее. Список экспедиций. После отправки котов в космос можно увидеть новую экспедицию в списке. Тут же показываются все активные на данный момент экспедиции, их может быть до 3 штук. Чтобы помнить, кто летит, на чем и куда, сюда вынесены эти характеристики. Когда коты вернутся домой, можно узнать по таймеру. А еще по маршруту летит кораблик. И да, он летит туда и обратно. Правда, не все экспедиции возвращаются. И мы всегда будем помнить об этом отважном инженере, что отправился в экспедицию совсем один, но так и не смог выровнять корабль на родную планету. Но давайте поговорим об экспедициях, что смогли вернуться. Возвращаются они не с пустыми лапами. По возвращению таймер меняется на уведомление, и на экспедицию можно нажать. И заранее подготовленный котами отчет уже доступен для изучения, командир. Для контроля коты указали номер экспедиции, а то мало ли. И тут же приведены мини-отчеты каждого из специалистов. Бывают они разные, хорошие, обычные и печальные. Начнем с пилотов. Не потому, что они единственные, кого я еще планирую доработать. Они просто первые в списке. Так вот, пилоты. Если они плохо справились со своей работой, значит долететь до целевой системы не удалось, и система стала более близкой по отношению к родной планете. Если же они справились, как и планировалось, то и система осталась та, что запланирована. А вот если коты потрудились на славу, тогда ожидайте сюрприз и полет в более далекую систему. Кто у нас дальше написал отчет? Инженеры. Эти ребята отвечают за характеристики корабля во время полета. И если уж потрудились они плохо, то не ждите, что корабль вернется целиком. Коты могут выполнить свою работу как надо, тогда корабль останется целым и невредимым. А знаете, что еще бывает? Догадываетесь, верно? Коты могут улучшить свой корабль прямо во время полета. Да, и такое бывает в рамках кошачьей программы по освоению космоса. Так на что же влияет улучшение или ухудшение состояния корабля? На то, сколько килограмм материала получится привезти. Это мы обсудили их работу как команды, но не стоит забывать, что каждый код важен и за личное качество. Так вот, помимо командной работы, каждое очко специалиста дает бонус к конечному весу. И вот мы дошли до ученых. Ученые-коты – важная часть каждой экспедиции. От них зависит, какой редкости материал получится найти и какого качества он будет. Как и с инженерами, за процент качества отвечают личные данные котов, а вот редкость – это у нас работа командная. Так вот, если команда ученых потрудилась плохо, то не ждите выдающихся материалов. Так, обычные. Если же ваши ученые справились, как и ожидалось, то результат будет неплох, редкие материалы. Ведь не за железом мы направляли экспедицию, вот и ожидаем материалы, по крайней мере, редкие. А если уж ученые превысили все ожидания, ничто иное, как уникальные материалы ожидают вас по возвращению экспедиции. Редкость и качество – важные аспекты при расчете цены за килограмм материала. Но перед тем, как говорить об этом, лучше открыть более детальный отчет. Коты ведь не зря трудились, составляя его. Помните, я говорила о стартовой цене для системы? Вот она. А вот и плоды работы ученых. Процент увеличения цены от качества и редкости. Результат – конечная цифра за килограмм материала. Так потихоньку мы добрались и до последнего элемента отчета. Я бы на месте котов обвела его в круг, ведь это доход от экспедиции. Пока что он только радует глаз и накапливается в правом верхнем углу экрана. Но это только пока. С завершением экспедиции мы разобрались. А нет, не совсем. Есть еще одна вещь, на которую влияют экспедиции, а точнее их количество. Давайте же посмотрим на эту вещь. Видите эту кнопку? Именно она ведет нас к ответам. О самой доске поговорим в следующий раз, а сегодня нам сюда, к кораблям. Теперь в игре можно открывать новые корабли. Чем больше экспедиций совершено, тем больше выбор кораблей. Чем более опытный вы командир, тем более мощными могут быть корабли с самого начала. И вот мы обсудили завершение экспедиции. А что насчет ее начала? Кажется, мы еще не рассматривали окно начала экспедиции. Точно, не рассматривали. Корабль для новой экспедиции можно выбирать из доступных. Можете выбирать по внешнему виду, можете по цене или по характеристикам. Командир же тут вы. Выбрав корабль, можно выбрать бюджет. От него зависит, какой размер команды эта экспедиция может себе позволить. Готово, пора готовить команду. Теперь вы можете направлять котов. Слишком много ученых? Закройте исследовательский центр. Хорошо обученных котов мало? Оставьте котов наедине с академией. Хотите больше частей для корабля? Закройте на время ангары, дайте котам набрать детали на карте. И это далеко не все варианты, только от вас зависит, каков будет результат. Вот и подходит к концу недельный отчет о жизни кошачьей космической программы. Надеюсь, вам понравилось окунуться в жизнь котов. Кто знает, сколько всего нового нас ждет на следующей неделе. Если вам понравилось видео, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!